Филипп Гласс – один из наиболее влиятельных музыкантов второй половины XX века. Вместе с режиссером Годфри Реджио они, по сути, создали новый вид киноискусства – саундтрек, где музыка – это рассказчик, а не просто дополнение к фильму. Годфри Реджио – американский кинорежиссер. 14 лет он был католическим монахом. Когда же вышел из монастыря, занялся общественной деятельностью и созданием фильмов, рассказывающих человечеству об эпохе, в которой погибает духовность из-за превращения человека в жертву технологий. «Каянискатсы» – первый документальный фильм с музыкой Гласса. Другие два фильма трилогии «Паваккатсы» и «Накайкатсы» также полностью лишены дикторского текста и актерской игры, и только музыкальное оформление и видеоряд создают атмосферу с четко поставленной проблематикой. А проблема таится в названии трилогии. Перевод слова «катсы» с языка хопи обозначает «жизнь». Годфри Реджио так описывает выбор этого слова в качестве названия. Цитирую. «Любой коренной народ чувствует, что живет в центре Вселенной. В том месте, где я жил, хопи как раз были коренным народом. Их культура была мне доступна, и я ими очень восхищался. В моем случае я хотел взять категории, характеризующие хопи, и применить их к нам. Мне нужно было слово, у которого не было бы культурного багажа, которое бы никто не знал. Мне хотелось представить новое слово. Слово, которое глубже отражает наш мир, глубже, чем мой родной язык. Я склонен считать, что современные языки утратили способность описывать мир, в котором мы живем. Язык стал античным, а язык хопи очень ясный и сильный. Он совершенно иначе описывает мир. Каждое слово очень сильное и глубокое». Так режиссер и композитор наглядно показывают то, как человечество непродуманным существованием перекраивает природную гармонию Земли. И то, к чему все это в итоге может привести, показано в этих фильмах. Во время проката фильмов Гласс ездил вместе со своим именным ансамблем и исполнял музыку из фильма прямо во время показа перед киноэкраном в кинотеатрах. Его музыка рисует как природу человека, свободного от иго цивилизованного общества и его технологий, так и эпоху, в которой он сейчас живет.